Всех приветствую на канале Я Миллионер, и мы продолжаем разбирать 7 навыков высокоэффективных людей от Стивена Кови. Навык пятый. Сначала стремитесь понять, потом быть понятым. Умение общаться – самое важное умение в жизни человека. Когда мы не спим, мы почти все время общаемся. Но подумайте вот о чем. Мы тратим годы на то, чтобы научиться читать и писать. Годы на то, чтобы научиться говорить. А как насчет слушания? Какой курс обучения вы прошли, чтобы научиться слушать? Слушать так, чтобы по-настоящему глубоко понимать другого человека и смотреть на все вещи с его точки зрения. В мире сравнительно мало людей, специально обучившихся умению слушать. И чаще всего это проводилось в рамках техники этики личности и было отсечено от тех основ характера и отношений, которые совершенно необходимы для подлинного понимания другого человека. Если вы хотите взаимодействовать со мной эффективно, если хотите влиять на меня, своего супруга, соседа, начальника, коллегу или друга, то в первую очередь вы должны понимать меня. А это невозможно достичь только с помощью техники. Если я почувствую, что вы применяете ко мне какой-то прием, я буду ощущать вашу неискренность, желание манипулировать мною. Я буду стараться понять, зачем вам это надо, каковы ваши мотивы. И я не буду чувствовать себя в безопасности настолько, чтобы открыться перед вами. Ключ к вашему влиянию на меня – ваш личный пример, то, как вы себя ведете. Ваше поведение напрямую зависит от вашего характера, то есть от того, каковы вы на самом деле, а не от того, что о вас говорят другие или каким вы хотите казаться. Ваш характер проявляется по мере того, как я вас узнаю. Ваш характер дает мне новую и новую информацию о вас. И опираясь на эту информацию, я впоследствии начинаю инстинктивно либо доверять, либо не доверять вам и вашим действиям, направленные на меня. Если ваша жизнь двойственна, и если вы одновременно язвительны и дружелюбны, и самое главное, если ваше поведение в частной жизни не совпадает с вашим поведением на людях, мне будет довольно нелегко открыться вам. И тогда, как бы я сам не нуждался в вашей любви и влиянии, рядом с вами я не буду чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы открыть вам свои взгляды, мысли, самые сокровенные чувства. Кто знает, чего от вас можно ожидать. Но если я не откроюсь вам, если вы не сможете понять меня, мою особую ситуацию, мои чувства, вы не будете знать, как мне помочь, что мне посоветовать. Все, что вы скажете, будет прекрасным и замечательным, но ко мне это не будет иметь никакого отношения. Пусть вы говорите, что любите и цените меня. Мне всей душой хочется в это верить. Но как же вы сможете меня ценить, если даже не способны меня понять? Ваши заверения – лишь слова, а только словам я верить не могу. Возможно, я слишком зол и насторожен. Возможно, я испытываю чувство вины, слишком напуган для того, чтобы быть открытым вашему влиянию. И ваше влияние не достигнет цели, даже если внутренне я сам осознаю потребность выслушать то, что вы мне можете сказать. Пока вы сами не открылись для влияния на вас моей уникальной индивидуальности, я не откроюсь для влияния на меня ваших советов. Поэтому, если вы хотите быть действительно эффективным в плане межличностного общения, то одной техники вам не обойтись. Вы должны овладеть навыками эмпатического слушания, которые основываются на характере, вызывающего открытость и доверие. Кроме того, вы должны заботиться о пополнении эмоционального банковского счета, который, подобен мостику, соединяет сердца. Эмпатическое слушание. Принцип «сначала стремитесь понять» связан с глубоким сдвигом парадигмы. Обычно мы стремимся к тому, чтобы в первую очередь поняли нас. Большинство людей слушает не с намерением понять, а с намерением ответить. Они или говорят, или готовятся говорить. Они все профильтровывают через свои парадигмы в жизни других людей, прочитывают свои биографии. У сердца свое разумение, недоступное разуму. Паскаль.